Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. Как вы уже догадались, сегодня мы будем декорировать купюрницу. Ну а прежде чем перейти к этому видеоуроку, я хочу сделать важное объявление. Наконец-то мы запустили телеграм-канал. Он создан специально для того, чтобы мы могли с вами свободно общаться. В чем будет заключаться наше общение? Вы часто оставляете свои комментарии с вопросами под разными видео, которые выходили в разный период времени. Это сложно отследить мне лично и успеть вовремя вам ответить корректно на ваши сообщения. А когда я вижу сообщения, иногда они уже для вас не актуальны. Поэтому создан телеграм-канал, чтобы вы могли задавать свои спокойно вопросы. Я буду каждый день смотреть этот канал, общаться с вами, отвечать на все ваши вопросы, делиться своим мнением. Также вы друг с другом можете спокойно делиться своим опытом, мнением, подсказывать, рекомендовать. То есть это такое будет сообщество творческих людей для дружелюбного общения, для обмена опытом, для того, чтобы вы могли задавать свои вопросы, на которые я с удовольствием буду вам отвечать. И я надеюсь, это общение всем нам будет приносить не только колоссальное удовольствие, но и дополнительный опыт, развитие в творчестве. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал, телеграм-канал. Ссылку для того, чтобы подписаться на канал, вы найдете ниже под видео. Также ниже под видео будет ссылка. Если вам нравится то, чем я занимаюсь, нравятся мои видеоуроки, вы можете стать спонсором канала, оставить любой донат, за что я вам буду безмерно благодарна. Это будет помогать развиваться мне и моему каналу и снимать для вас еще больше интересных видеоуроков. Итак, непосредственно к сегодняшнему видеоуроку. Для того, чтобы задекорировать купюрницу, я взяла деревянную заготовку купюрница, она так и называется. И я ее уже предварительно покрыла грунтом и зашлифовала. Как я это делаю на деревянных поверхностях, вы можете увидеть, перейдя в предыдущие видео мои, в которых я подробно объясняла и показывала, как это делается. Также я буду использовать специальную декупажную карту, она вот имеет такой вид. Если вы не сталкивались, пожалуйста, посмотрите, есть специальные декупажные карты, очень удобно для купюрниц непосредственно. Ну а дальше, в принципе, все как обычно. Вырезаем карту, увлажняем, клеим ее на поверхность. Это мы делаем в первую очередь. Все, карта приклеена, и сейчас необходимо ее высушить. Так, карта хорошо высохла, и, естественно, я покрываю в первую очередь, всегда покрываю первым защитным слоем лака. Обязательно защищайте свою картинку на поверхности, чтобы ей ничего не угрожало в процессе декорирования. Я беру обычный глянцевый лак. Лак нанесен. Оставляем его высыхать. И сейчас я в первую очередь, здесь такие, не знаю, видно вам или нет, здесь у меня лично заготовки, такие выделенные ножки. Я их хочу пока закрыть, потому что они мне не нужны, пока будут в работе. А лишние какие-то материалы на них я укладывать тоже не хочу. Так работа будет выглядеть более аккуратно. Для этого я буду использовать малярную ленту. Итак, мои дорогие, после того, как мы все защитили, нанесли первый защитный слой на картинку, я закрыла ножки малярной лентой, можно приступать к дальнейшим работам. Чтобы дальше работать, декорировать поверхность, я буду использовать трафарет на клеевой основе. Он у меня под кожу
какой-то рептилии. Вы, конечно, можете выбрать любой, какой вам по вашему усмотрению больше подойдет к вашей картинке, теме или для человека, которому вы будете дарить купюрницу. Я буду использовать такой. Клею его к поверхности. Ну и с помощью любого плоского инструмента буду использовать пасту тонкую. Буду наносить пасту на поверхность. Старайтесь наносить тонким слоем. Убирать все лишнее сразу совершенно не надо. Здесь должен быть такой легкий, объемный рисунок на поверхности. Заготовка небольшая, не массивная. Мы просто слегка декорируем, выделяем рисунок аккуратно, да? И вот, если вы берете тонкую пасту, как в моем случае, очень легко наносится она аккуратно, тонким слоем. Все, нанесли и убираем. Сразу убрали все лишнее, что попало за пределы. И таким образом продолжаем дальше декорировать все стороны. Так, я нанесла структурную пасту. Вот такой у меня получился, чтобы вам поближе видно было, рисунок на этом этапе. Пока она будет высыхать, хорошо, эта паста. Если вы работаете с структурными пастами, напоминаю, чем дольше вы оставите ее для высыхания, тем лучше. Просто вот даже на следующий день приступайте к работе. Она прям должна проникнуть у вас в дерево и хорошо-хорошо высохнуть. Тогда работать будет одно удовольствие. Торопиться в этих случаях совершенно не надо. И трафарет после использования сразу опустите в мыльную водичку такую, пусть он полежит, и очистите его, не откладывайте, потому что впитается, потом будете тереть, испортите сам трафарет. Трафареты дорогие, часто нам нужны в работе, поэтому относитесь к ним бережно. Ну и пока у меня высыхает этот красивый рисунок, я поработаю с внутренней частью купюрницы. Для этого я беру акриловую краску, подходящую мне по цвету, по моему мнению, больше всего. Вот так ее отдельно, влажную кисточку и окрашу внутреннюю часть. Напоминаю, с первого раза не старайтесь закрасить идеально поверхность, тем более акрилом. Это не мел, который можно подрастянуть там, да, как-то с ним еще поиграть. Акрилом работайте в один слой, высох, и во второй слой, в третий, если надо. Только так. Так, здесь первый слой нанесен. Закрою и нанесу на дно. Тоже первый слой краски. Все, оставляю высыхать. Так, первый слой у меня высох, и я добавила в свою красную краску капельку черного, чтобы немножко успокоить его. Очень насыщенный он у меня получился. И буду сейчас наносить второй слой. На этом этапе хорошо высохла у меня объемная вся эта история на поверхности. Я беру губку наждачную и пройдусь, зашлифую поверхность слегка, потому что после нанесения структурных паст, если вы с ними работали, вы, конечно же, знаете, что все равно остается шероховатость, где-то какие-то неровности, и чтобы их убрать, а их надо обязательно убрать, чтобы работа была у нас красивой и аккуратной, мы берем очень мелкозернистую наждачную бумагу, губочку какую-то для шлифовки, и аккуратно пройдемся по поверхности. Проверяем рукой, все ли устраивает. Если все устраивает, переходим к следующей стороне, после чего хорошо убираем пыль с помощью большой кисти или фена.
Так, подготовила поверхность с объемным рисунком, хорошо убрала пыль. И сейчас беру золотую краску. У меня светлое золото. Влажную кисточку. Так, влажную кисточку и наношу на поверхность с объемным рисунком. Все поверхности, все 4 поверхности я покрыла золотой краской и оставляю хорошо высохнуть. Итак, я нанесла в 2 слоя золотую краску на поверхность, где фактурный рисунок объемный. Сейчас я беру жидкий воск, у меня цвет кофе, и буду дальше продолжать работать с объемными всеми 4 частями шкатулки или купюрницы, как угодно. Мы уже работали с вами в подобной технике. Вы можете вернуться, кто не видел, кому интересно. Там по-другому наносилась структурная паста. Это стеклянная ваза с использованием потали и вот такой техникой тоже нанесения воска. Так, беру кисточку сухую, воск жидкий у меня. И вот таким образом сразу, да, выделяется. И теперь с помощью мягкой ткани это все убираю. Чуть-чуть можно больше оставить сверху. Вот я прям так пройдусь, затемню. Прямо поверху. Вот, если видно вам, надеюсь, хорошо видно. Ну и таким образом все стороны. Сначала хорошо, плотно прямо закрываю, вытираю это все. Втираю прямо, ну как обычно мы работаем с воском, также, да, втираю в поверхность, просто поверху, полусухой кисточкой, чтобы более акцентными сделать эти объемные, да, моменты. Все прекрасно, это я проработала. Сейчас я сниму, если вы помните, вначале я закрывала ножки малярной лентой, сниму малярную ленту, возьму жидкую поталь и продолжим дальше декорировать. Итак, я взяла жидкую лаковую поталь, подчеркиваю, золото, цвет у меня, хорошо взбалтываю перед началом работы. И периодически, если долго будете работать, периодически закрывайте крышку и взбалтывайте обязательно. Беру кисточку сухую, плоскую, и сейчас проработаю все ножки. Так, сейчас высохнет, пройдусь во второй раз и в середине тоже все покрою. Далее уже такой полусухой кистью, и вот по краям, чтобы все у нас соединилось, подружилось, да, делаем такие красивые акценты. Ну и потом купюрница — это праздник, да, более торжественно должна выглядеть. И по талию я также пройдусь в середине, именно по этим торцам. Это оставляем, чтобы высохло. Сейчас я возьму, у меня есть такие вырубки, они продаются в отделах для скрапа. Это очень тоненькие, даже не знаю, как фанера, что ли, совсем тонкая.
аккуратно достаю нужную мне надпись. Очень удобно использовать вот в таких работах, если где-то что-то хотите подчеркнуть слегка, то вполне возможно приобрести себе, и так пусть будет у вас в наличии, всегда пригодится. И тоже покрою по талию, после чего приклею в середину крышки. Такая деликатная очень. Надо аккуратно, чтобы не повредить. Так, все, оставляю, пусть тоже высыхает, а я продолжу покрывать жидкой по талию ножки. Но и в завершении, чтобы еще дополнительно украсить крышку, как-то выделить ее, этот рисунок, я возьму такие, как их сейчас называют, трансферы, да. Это на бумаге приклеен какой-то рисунок или орнамент, и вы можете его с легкостью перенести на любую поверхность. Его после перенесения можно покрывать лаком, он уже ничего не боится. Самое главное, очень хорошо понимать, куда вы будете его наносить, потому что потом уже его снять и переклеить не получится. Так, я беру. Вот он на такой пленочке у меня получается. Они бывают разные, у меня такой. Мои дорогие, подошел к завершению видеоурок. В результате получилась вот такая замечательная купюрница. Больше она, конечно, в таком брутально мужском, да, стиле для мужчин. Но для них тоже надо делать красивые подарки. Мы часто забываем о них, да, или как-то больше женские, какие-то с цветами, какие-то такие более романтичные вещи делаем. А вот такие, которые можно преподнести любимому мужчине или коллеге, просто знакомому, я тоже считаю, что должны быть в арсенале ваших знаний и умений. Надеюсь, вам было сегодня со мной интересно. Пишите в комментариях, как вам такой стиль, как вам нравится такой декор на поверхности. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Колыбель Искусства. Не забывайте, что теперь уже у нас есть новый канал, новый чат в телеграм-канале, куда, пожалуйста, тоже подписывайтесь. Мы будем там очень много общаться, обмениваться опытом. Там будет очень-очень интересно. Там планируется онлайн занятия вместе с вами. Поэтому торопитесь, подписывайтесь, чтобы, как обычно, не пропустить все самое интересное. Также я буду благодарна тем, кто станет спонсором нашего канала Колыбель Искусства. Это, безусловно, будет помогать развиваться мне, создавать еще больше интересных видеоуроков для вас. Ну а на сегодня все. Я буду с вами прощаться. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока!